Посмотрите, какой столик есть. Правда, покосился, но в хороших-то руках-то придет в норму. Любимой или любимому кофе подавать по утрам. А, в итоге свалился совсем. Сейчас реанимируем, все, вернули на место. Так, здесь вижу еще вот такие есть прелести. Ага. Ага, вот блузочка какая-то старенькая из шелка. Ну, прям убитенькая такая. Вот так, если даже ее и покупать, то за сколько? Потому что очень убитенькая. И красивая наволочка. Вот наволочка хорошо сохранилась. Рисунок по краю. Где продавец, узнать. Тут еще брюки есть. Хлопковые, мужицкие. Угу. Для клипов, для фильмов хорошо. Вы, да, здесь? Подумал, что 100 рублей за нее. Вот 100 рублей она и стоит. Узнали, мы добились. Здесь у манжета 100 рублей. Здесь маншеты, видите, закончены круголем. И воротничок также. Застрочки здесь миллиметровые. И, кстати, вырез борта тоже фигурный. Правильно назвать его. Так, надо забирать за 100 рублей. Работа, по всей видимости. База с фруктами из дерева. И птички на ней. Молочник и сахарница. Вот такие стоят одинокие, но гордые и красивые. R. Буковка R. Что значит, не знаю, но вот прям прелестное состояние, хорошее. Народные промыслы. Посмотрите, какая красота. Царь. Я есть царь. Совок. Жил-был царь. У царя был двор. Во дворе была коль. На коле мочала. Не начать ли сказку сначала? Ух ты, это моя тема. Сказки я для вас тут читаю да рассказываю. Небылицы сочиняю. Тут что-то еще. Московский святейщик и ходебщик. Баранки у него висят. Не пей пиво кружку. Сбитню полушку. С нашего сбитня голова не болит, ума не вредит. Так, а здесь что написано? Вот сбитень горячий иметь, казанский сбитень, астраханский, сам хаханца, чего-то нет. Короче, непонятно. Но прикольная вещица. Ух ты, орнамент здесь какой. Вот это понравилось. Сколько такая стоит? 6 тысяч рублей. 6 тысяч, роскошь. Дерево. Это я опять снова поймал жар птицу. Да, привет. Подстолье. Это, видимо, верблюды же, верно? Да. Тунис был сегодня. А что, интересный вариант. Подстолья. Видите, какие верблюдики? Прикольно. Да, это снимает. Репортаж делает. Увижу. Люблю вот такие полочки. Обожаю. Однажды я купил одну здесь на рынке просто досками. И собрал, и покрасил, и лепнину наклеил. Но вам не показывал. Очень красивая получилась полка. В бирюзу я ее покрасил, а лепнинку в золото. И она у меня стоит как раз на машинке моей швейной Зингер, которую тоже станину покрасил в белый цвет. А верхнюю часть с лепниной также бирюза сделал. Вот как раз машинку я вам показывал как-то в одном из видео. Даже на заставке у меня есть. Подсалфетница. Смотрите, какая прелестнейшая. Правда, скольчик здесь есть. Ракушка.
И здесь вот такие медальоны подвесные, собачушки. О, мне написала Елена из Германии. Собаку, которую я выложил, собаку. Якобы ей написали, что собаку задавила машина, которую вот я выкладывал информацию. Но она говорит, я что-то не верю, что это правда. Ну, в общем, в итоге не знаем. А что это такое? Что это? Травы в масле. Розовенькие. 4 штучки здесь таких розовых. Вербилочки 1500. Форма своеобразная, интересная. Видно вам, нет? Рисунок выпуклый присутствует. Печать есть, первый сорт. Есть еще пару вот таких. Это Дулева. А это чья? Интересно, кстати. Без всего, но это такая толстенькая. Ну, тоже старенькая, видно же сразу. Дулева тарелочка. А вот это интересно, чья тарелочка? Ух, какая тяжелая. Прям тяжелая. Нету ничего, не написано. А это что за баночка такая? Ой, она неподъемная. Так она что, не открывается, что ли? Не открывается. Это из дерева. Ох, ну пыльная какая. Руки прям все в пыли. А здесь что-то морская тематика. Рыбки, раки и эти, кто их, как называют, осьминоги. Лозанная тут роскошная, большая такая ваза. Ух, какая красивая. Лакетка вот это как-то... Я тут уже снимал, но стороной ее проходила. Она очень красивая. Большая. Чашечки какие у вас? Ручная роспись. Ой, какой хомяк. Щетка. Она одиночная, без зеркала. Но какая она красивая. Сколько стоит такая? 1500. 1500. Это расческа для волос. Да. Угу. Так, это какой-то, я не знаю, может быть, открывать. Это бумаги, а сзади под печать сделаны. Я сам не знал, мужик подсказал. Уже под печать сделаны. Нож для бумаги. Вот такие люблю ложечки с вставочками. А ложечки сколько стоят? Эти ложечки 900 рублей. 900 рублей. Ну вот зеркало за 1500. Ой, не зеркало, господи, щетка, прелесть. А вот такие? А эти по 2000 каждый. Красота. Или 3,5 за 2. Похоже на мои, которые я недавно купил. А вот такая? Эти 2 штуки 1000 рублей. 1000. Какой здесь красивый этот бокал. Вот этот. Арт-глаз, да, это называется, по-моему. Ага, вот, что действительно роскошно. Царская. И, конечно, вот эта ваза. А ваза сколько стоит? 45 000. 45. Она посеребренная, да? Да. 60 000. Вот эта люстра роскошная. Плафон, я так понимаю, есть. Но бывшая керосиновая, переделанная уже современную. Очень красивая. Здесь еще есть варианты. Вот эти. А, кстати, вот ваза, которую я вам тогда тут снимал, вот она здесь поближе. И к люстре вернусь. Вот это еще одна интересная. Королевская. Но черная тоже такая вот интересная, своеобразная.
Бабочка. Мотылек. Ларис, вот эти 5000 рублей пара. А из чего они? Ну, это не бронза, это... Легкое что-то, да, легкое. Ага. Просто не очень-то моя тема. Я ну, не очень понимаю, но это не бронза. Да, ну легкий, ну красивый, интересно. Здесь тоже, видите, всякие такие штуки. Вот это что, чесальная предельная какая-то вся в рисунках. Петушок там такой интересный. Посудка какая-то детская, мелкая совсем. На кружевах стоит. А здесь отдельно кружева. Ой, я вот такие вещицы люблю, обожаю. Со сколом она, прелестнейшая. Друзья, посмотрите, какая здесь прелесть. 1200 всего лишь. Необычные. Вот пока не встречал такие. Бусы. Большие слоники и маленькие. А здесь что за металл? Что является лигатурой к этому и какой процент там серебрения, я не знаю. Это Индия, 70-е годы. Это ювелирный металл, явно с серебрением. Но что является основным, ну, шпиатром, я сказать не могу. То есть, скажем так, шпиатр и слоновья кость. Ручная резка. Слоновья. Хорошо звучит, слоновья. Ну, так, да, как бы. А вот это? Вот что за убранство царское? Эта вещь делалась из старинного браслета. Да, в серебре. Это часть, которую сделала. Его носила, кстати, оперная певица. Не имею права озвучить, кто. А цена? Цена 3000. Кораллы, баламуты. Баламуты? Да, вот маленькие штучки, это вот и есть баламуты. Это камешек называется? Это перламутр. Баламуты я знаю, что так людей называют, так что камешки не знал. Нет, я в двух словах расскажу историю. Украинские девочки традиционно выходили замуж в коралловых на мысах бусах или в перламутровых. Их привозили моряки из дальних-дальних странствий. И девчонки, провинциалки, они не могли произнести слово перламутр. Они говорили баламут, баламут. И так вошло в традицию это слово, и которое сейчас возглавляет абсолютно все рейтинги ювелирных, скажем, изделий. Это бусы-баламуты. Особенно рубленной формы, мечта каждой женщины. А рыбка такая? Рыбка Япония 70-е стоит 2000. Натуральный перламутр, резьба. А рядом? А рядом обыкновенная брошечка из 70-х. Польша ее изготавливала. 400 рублей. Цветок. Ух ты. А что это начальник не пришел? Так, понятно. Все ясно, все понятно. С вами получили информацию. А, это для губной помады. Интересно, вот тут трещинка, вы видели в этом кольце в камешке? Что, пойдем к Артуру, вон, деловой шляпу одел. Торговля у него прям бурная, что-то там спрашивает у него. Гобеленчик висит. Ух ты, какие он шторы повесил. Пойду узнавать, что за шторы. Какая красота. Боже, как они мне нравятся, они мне нужны. Обалдеть, смотрите, какая роскошь. Блин, он говорит, все хотят, никому не продаю. Ой, какие же они красивые, блин. Как у него забрать? Как у него их забрать? Там, кстати, стоит этот колясочка детская. Какие шторы. Шик, полный восторг. Шейка можно завернуть, а они золотые. Обалдеть. Обалденные шторы. Мечта. Паспорт к этой вещице. Что там? Ножичек, дамасская сталь, ручка выполнена, ручная работа, бивень мамонта. Орел, да, склонил голову. Да, орел, склонивший голову.
И вставляете куда? Вставляется подставка корейской березы. Да. Такие А вот сколько вещи. стоит такая? О, Ваня, стоит 65 тысяч такая штучка интересная. Ну, что интересного, ладно. Вот мне клад я нашел. Клад нашел? Да, смотри. И теперь раздаешь. Да, вот мы превью. Нашел клад. Нашел клад, но он не мой, да? Ну дай хоть потрогать, вкусить. Каждому по такой денежке. Должны быть, но это как копии. Это цыгане То есть они такие и были, да? Конечно, абсолютно, один в один. Это серебряное, а это золото. Вот там Павел Первый, великий. В общем, первые да великие, да? Да. Вот это кто? Это Елизавета, да, наверное? А, Екатерина. Да, интересно. Ручная работа, привезена из Таиланда такая. А что это? Под что? Это, ну, не знаю, просто такая вот штука, как картина. А, картина. Дерево какое-то. Как это, гравировка или как ее назвать? Нет, это ручная полностью работа такая, не знаю. Ну, короче, охота. Да, 3D. Или что? А, они 3D картина. с хлебов едут. Ну, 15 тысяч такая. Плуги, да что там, вот это все. Ага. Не знаю. Меня вот это впечатлило очень. Это чье это? Это Германия. Вот это вот без клейма, но это тоже. Это Франция, это Германия. А, подожди, они не вместе, что ли? Нет, я их просто поставила так. Ну, их нельзя разлучать. Шикарно Нельзя, их смотрится. надо вместе брать. И тут медальоны, там медальоны. Очень похоже. И вот что-то красивое, да? Да, для торта, наверное. Для это торта? подойдет. Пока не буду отвлекать. Да, вот А это чего вообще. ты? А вот Снимай. эту переверни, Ася, пожалуйста. Она была подвешена, видимо. А. Это старое клеймо, это Германия. Женщина подошла, она даже назвала название. Я как-то с клеймом не дружу. Вот это дорогая вещь. Супер. Супер, да. Ну, ножки-то какие. Она 7 тысяч. 7, Тарелка 10. 10, 17 вместе. На мои кружечки похожи. Но я свои кружечки продал, мне нужно было за песню платить. Красота. Легкая-легкая сахарница. Но вот от этого отходить прям не хочется комплекта. Тут много у Васик всего. В этот раз чего-то тут бульетка стоит невероятная, приплющенная. Здесь также керосиновая лампа. Ага. Нужна тебе такая? Возьми. Да, нужна. Интерьерную. Спасибо большое. А я был на квартире, и там книги. Я забрал, а потом стал разбирать, и вот. Да. Вадим принес книгу. Мне такую уже подарили, но я возьму ее, потому что она мне тоже нужна. Одна будет дома, другая в музее, когда музей будет. Килограмма 2.